Всем привет! Рад приветствовать вас на канале. Сегодня я вам расскажу о 10 интересных фактах, о существовании которых вы даже и не догадывались. Итак, начнем. Наверняка каждый из нас хотя бы раз в своей жизни задумывался о том, как сбросить лишний вес. Но довольно не каждый знал о том, что если биться головой о стену, то можно сбросить 150 калорий за час. Довольно странно, не правда ли? Как ни странно, но потеряется намного больше калорий, чем при занятиями спортом. Когда бьешься головой о стену, мышцы в общем-то не сильно напрягаются, но возникает боль. После нескольких ударов она становится достаточно сильной, чтобы начал выделяться адреналин, купирующий ее. Вместе с выбросом адреналина увеличивается расщепление глюкозы в организме и все мышцы начинают потрясывать. Как будто миостимуляция по всему телу. Так что за час можно потребить всю глюкозу и заставить клетки срочно перерабатывать жиры. А с учетом того, что после этого попадешь в реанимацию и в больницу на несколько месяцев, то выйдешь оттуда совсем тощим. Там такие особенности режима, что люди худеют. Наверняка каждый знает, что характерной особенностью бегемота является его полуводный образ жизни. Большую часть времени он проводит в воде, выходя на сушу лишь ночью на несколько часов для кормежки. Бегемот обитает только у пресной воды, хотя и изредка может оказываться в море. А вы знали, что бегемот выделяет пот, который имеет красный цвет? Под действием сильного зноя, пот бегемота кажется красным, из-за того, что у него есть один секрет, который заменяет его потовые железы, которых у бегемота не имеется. Благодаря секрету, бегемота не беспокоят назойливые насекомые. Секрет поглощает ультрафиолет, помогает избежать солнечных ожогов, которые бывают даже несмотря на толстую кожу и способствуют быстрому заживлению травм. XXI век – это век высоких технологий. Появление различных гаджетов намного облегчило и упростило жизнь человечеству. Но зависимость от социальных сетей стала серьезной проблемой для всего мира. Сегодня практически каждый житель нашей планеты пользуется социальными сетями в своих целях. Кто-то общается с друзьями, кто-то работает, кто-то узнает последние новости в интернете. Но так ли это безопасно постоянно быть на крючке социальных сетей? Своей доступностью, интернет привлекает людей с явными психическими отклонениями. При этом психиатры утверждают, что многие диагнозы связаны с расстройствами психики. Не только стали более явно проявляться, но и видоизменились благодаря реалиям и законам виртуальной социальной жизни. Согласно статистике, шанс встретить маньяка или шизофреника в реальной жизни – 1 к 10 тысячам. А вот наткнуться на человека с психическим расстройством, разгуливающего в интернете, в 100 раз выше. А все потому, что благодаря виртуальной маскировке, люди не стесняются показывать свою суть или тайные желания. Самое распространенное расстройство психики – это лайкофилия. Лайкофилы тщательно изучают список лайкнувших их пост или фото. Тревожатся, если лайков меньше, чем они ожидали, и если среди лайкнувших нет желаемого лица, они страдают, хандрят или наоборот ведут себя довольно агрессивно. Вся социальная жизнь лайкофила посвящена созданию образа, достойного лайков и подсчету количества виртуальных одобрений. Часто, на поддержание лайкоугодного образа, у человека уходят все силы. Он выгорает, и такое состояние может закончиться депрессией. Поставьте лайк авансом и подпишитесь на канал, чтобы не упустить все самое интересное. А вы знаете, какова температура, при которой закипает вода? Правильно, она равна 100 градусам Цельсия. А вы знали, что слюна человека тоже имеет свойство закипать? Удивительно, но это так. Слюна человека закипает при температуре в 3 раза больше, чем температура кипения воды. А это значит, что слюна закипает при 300 градусах Цельсия. Это можно проверить. За исследованием не нежно ходить куда-то и собирать слюну. Просто достаточно плюнуть на горячий мотор. Почему мотор? Потому что мотор перегревается, и по быстрому способу на него нужно либо плюнуть, либо налить воды.
По этому эксперименту будет видно, что плевок закипает гораздо позже воды. С чем это связано? Скорее всего, это больше связано со смачиваемостью. Объясню почему. Простая вода имеет большую смачиваемость, потому как равномерно растекается по любой поверхности. Именно по этой причине поверхность нагрева увеличивается. А слюна состоит из более вязкой структуры и имеет натяженность, поэтому структура ее сохраняется. При попадании на горячую поверхность нагревается нижний слой, а края пенятся, тем самым дают закипеть позднее воды. Это явление, конечно же, может еще зависеть от теплоемкости, массы, однородности и плотности. Лето, солнце, море, пляж, как же это здорово! И практически каждая девушка, отдыхающая на пляже, одевает бикини, но кто из вас знал о том, что бикини придумали мужчины? В мае 1946 года владелец сети бутиков, куда входил расположенный в Каннах магазин пляжной одежды и аксессуаров, Жакс Эйм, представил к новому сезону модель раздельного купальника Атома. Таким названием Эйм говорил о том, что этот купальник прикрывает лишь небольшую часть тела. Новый продукт продвигался как самый маленький купальный костюм в мире, однако первенство Эйма было недолгим. Уже в июле, другой француз, инженер и дизайнер Луи Риар, представил еще более минималистичный купальник, который назвал бикини, в честь одноименного атолла, где незадолго до этого состоялись испытания американской атомной бомбы. Свой купальник Риар рекламировал как меньше, чем самый маленький купальный костюм в мире. Уменьшить атом в размерах Риар решился после того, как увидел, что женщины на пляжах Лазурного берега подворачивают купальники ради лучшего загара. Вот такая вот история. Также еще один интересный факт для девушек. Все девушки пользуются прокладками или же тампонами, и это, кстати, тоже придумали мужчины. Тампон в том виде, каким мы его знаем сейчас, был изобретен в 1933 году американским хирургом Эрлом Хаасом по просьбе его жены. Изобретение было запатентовано под названием Tampax, от английских слов тампон и пак. Сегодня тампонами пользуются десятки миллионов женщин более чем в 120 странах мира. Сама же идея тампона еще более древняя. Старейшее из медицинских упоминаний датируется 1550 годом до нашей эры и описывает применение тампона из хлопка с добавлением меда и акации. А сейчас давайте поговорим о наших с вами страхах. Каждый из нас боится чего-либо. Кто-то боится замкнутого пространства, кто-то насекомых, кто-то воды и так далее. А есть и такое, что люди боятся абсолютно всего. Такое явление называется панофобией. Человек, который имеет такую фобию, постоянно думает о том, что должно случиться что-то плохое. И этот страх присутствует у него постоянно. Постоянное беспокойство мешает жить человеку в настоящем. Он живет, думая о прошлом. Живя прошлым, задумывается о том, что с ним произошло. У человека с панофобией, как правило, развито воображение, и он может придумать то, что в повседневной жизни маловероятно. Он ищет признаки, оправдывающие его страх и тревогу. Панофобия может считаться скорее формой постоянной тревоги, нежели фобией в клиническом смысле. Термин «панофобия» был впервые введен Рибо в 1911 году в работе «Психология эмоций». Он определил его как состояние, в котором пациент боится все или ничего, где беспокойство, вместо того чтобы быть приковано к одному объекту, плавает как во сне, и только становится фиксированным на мгновение, когда, переходя от одного объекта к другому, в зависимости от обязательств, определяет источник опасности. А кто из вас знал о том, что при чихании наше сердце останавливается на короткий промежуток времени? Как вы думаете, это ложь или правда? Мысль о том, что во время чихания сердце замирает, возможно, берет свое начало еще в раннем средневековье в Европе, когда люди верили, что чихание может привести к смерти из-за большого количества выдыхаемого человеком воздуха. В тот период никто не знал, что в действительности чихание – это всего лишь рефлекс, призванный выгнать из носа инородные частицы, раздражающие его слизистую оболочку.
Чувствительные нейтроны в носу воспринимают это как раздражение и посылают в мозг сигнал, чтобы грудная клетка жалась, а легкие произвели выдох со скоростью примерно от 50 до 120 метров в секунду. Но одно мозг не делает точно. Он не приказывает сердцу остановиться. Как бы сильно человек ни чихал, сердцебиение не прекратится. Тем не менее, не исключено, что иногда во время чихания сердце может пропустить удар в результате изменения давления в груди, которое может повлиять на кровоток. Интересно, что в Древней Греции чихание считалось божественным знамением. Например, в 401 году до нашей эры афинский полководец Ксенофонт выступал с речью, призывающей его однополчан воевать против персов. В заключении своего выступления оратор чихнул. Солдаты были впечатлены и посчитали, что таким образом боги выражают свою солидарность со словами Ксенофонта. Еще один интересный факт в нашем списке. Это то, что свиньи не могут смотреть в небо. Это физически невозможно для них. Они могут видеть облако и звезды только лежа, но никак не стоя. Причиной является особая анатомия мышц и позвоночника этих забавных животных, которая не дает им поднять голову слишком высоко. Таким образом, у хрюшек нет другого выбора, кроме как искать отражение неба в луже. Некоторые люди очень любят хрустеть костяшками. Они это делают, если затекли руки, от скуки или просто чтобы показать фокус окружающим. Однако задумываются ли они о том, что будет, если хрустеть пальцами постоянно на протяжении длительного времени? Ведь на первый взгляд безобидная забава может с легкостью перерасти в настоящую болезнь. Итак, давайте разберемся, вредно это или все же нет. Все мы считаем, будто хруст пальцами приводит к тому, что хрящи изнашиваются, истираются и утончаются. И хотя действительно есть факторы, которые могут привести к артриту, к примеру травмы, то хруст пальцами не является одним из них. Ученые установили, что остеоартрит – это результат повторяющихся движений и приложения силы, а не хруста пальцами. Хруст суставов к артриту и артрозу действительно имеет отношение, но является следствием, а не причиной. Кости не имеют никакого отношения к хрусту. Так откуда же берется шум? Дело в том, что между нашими суставами находится особая синовиальная жидкость. Она имеет консистенцию яичного белка. Эта жидкость действует как смазка для костей, она облегчает их движение. А вместе с тем, именно эта жидкость играет ключевую роль в создании того шума, который вы слышите, когда хрустите пальцами. Несмотря на достаточно громкий звук, его причиной является не твердая кость, а всего лишь газ, скопившийся в жидкости. Когда человек хрустит пальцами, пространство между поверхностями костей увеличивается, а газы, присутствующие в синовиальной жидкости сустава, образуют микроскопические пузырьки. Эти микроскопические пузырьки сливаются, образуя большие пузырьки, лопающиеся под давлением жидкости, которая стремится заполнить образовавшееся пространство. Хотя хруст пальцами и не вызывает артрит, но эта привычка имеет свои последствия. Она может привести к снижению силы захвата. Кроме того, энергичным хрустом вы можете подвергнуть опасности связки, так что если вы все-таки делаете это, будьте осторожны и не хрустите слишком часто. Кроме того, этот шум может раздражать других, так что, с социальной точки зрения, также стоит сдерживать себя. Ну и последний факт на сегодня. Многие люди на нашей планете любят делать все по фэн-шую, но не каждый знает о том, что фэн-шуй изначально был искусством украшать могилы и не имело прямого отношения к планировке дома, устройству бизнеса и прочему, благодаря чему фэн-шуй так популярен сегодня. Китайцы считали, что именно от правильного расположения могилы предков и зависит благосостояние его потомков. К выбору могилы для человека этот народ подходил весьма ответственно. Несмотря на многочисленность, у китайцев нет традиционных общих кладбищ, как у христиан. Для могилы тщательно выбиралось место, соответствующе украшалось и облагораживалось. Например, одним из обязательных условий было наличие возле могилы водоема, обязательно с текущей водой. Чтобы учесть все эти тонкости, и нужен был геомант, мастер фэн-шуй. Он тщательно выбирал землю и даже открывающийся вид. Считалось, что покойник желает видеть живописные места и дивные пейзажи, независимо от того, видел ли он их при жизни. Легендарная терракотовая армия, в роскошном мавзолее китайского императора Цинь Шихуанди, один из классических примеров классического фэн-шуй.
Кстати, слово это не склоняется и обозначает дословно ветра и воды. Однако, что много лет назад, что сегодня, мастера этого древнего искусства, хотя и отвергнутого наукой, считают, что все в мире пронизано двумя видами энергии. Положительный и светлый ци, и черный негативный ша. С вами был Владислав Зинкович. Подписывайтесь на канал и до новых встреч.